Давайте вернемся к полю боя, к украинским вопросам, значит, к линии фронта. Сегодня в Бишкеке очень так смакуют отдельные, там, Униан, например, там, ну, это как вот Гордон, только там, это агентство. Значит, Униан, у них даже в пабликах там вот это не информация, а вот именно такое, знаете, пропаганда, срач, вот этот вот там, ну, вот это все. Орки там, вот это с маленькой Да, буквы, ну, вот да. такое. Они вот прямо, они смаковали, ряд других персонажей смаковал. Путин оговорился, когда говорил, ну, описывал ситуацию на поле боя, и оговорился, из контекста было понятно, что имеется в виду Константиновка, но он сказал Комсомольск. Примечательно, что самое интересное, это тоже, конечно, цирк. Знаете, Путину, конечно, нельзя оговориться, а вот Рютте ошибся в количестве стран, сегодня же основавших альянс. Говорит, начали с 10 союзников в 49-м, ну, забыл, что как бы их стран Одного было... уже нет, один уже враг, да? Ну, что стран было 12, понимаете, да? Ай, 12. Его поправили, ну ладно. Но это так, это курьез. На самом деле ситуация на передовой достаточно тяжелая. Что характерно, причем вот в этой же Константиновке она вот сейчас выглядит вот таким образом. 93-я бригада публикует фотографии. Ну, там камня на камне нет. Понимаете? Вот с высоты птичьего полета, то есть дома разбиты, все да. перелопачено, конкретный ужас, да, вот так выглядит Константиновка сейчас. Никто не говорит, что Константиновка это фортеця, никто, собственно, вот эти, как бы, это выезд, я так понимаю, да, вот видите туда, в ту сторону. В общем, никто песен не слагает, как про Бахмут, всем как-то все равно. Но это Константиновка, куда зашли российские военные, и вплотную сегодня же к Гуляйполю Мгм. подошли. Причем там очень интересный случай. Интерфакс, Украина, передает на Гуляйпольском направлении во время перегруппировки одно из подразделений, ну, в общем, не согласованно, отошел с позиций. А враг зашел в фланг сил обороны. Это вот спикер Волошин вот так преподносит эту информацию. Смотрите, нет, ну правильно, конечно, наверное, вот так. Это официальный птичий язык, бюрократический, еще и военный. Ну, уже покинули позиции просто. Бежали, Степан Бежали, Геннадьевич. да. Да, бежали. Перегруппировка. Нет, это просто Ну, был... слушайте, у всех свой птичий язык. У нас же ведь там, скажем, дрон не поражает цель. Украинский дрон не поражает цель. А обломки дрона падают на объект, происходит хлопок с последующим задымлением. Вот. Я к чему? Поэтому Я к тому, что... кто во что гораздо. Я к тому, что... Как вы думаете, вот опять-таки, ситуация на фронте. Вот сейчас вообще кого-то волнует в этих политических и переговорных вещах? Ну, кроме Дрискала, понятно, мы это обсуждали выше. А, Вы имеете в виду европейских коллег? Я имею в виду вот эту пресловутую реальность на Земле. Ну вот просто Я поймите, вам так отвечу. Я уже много раз говорил, я думаю, теперь в этом тоже начинаете убеждаться, что между, ну, скажем так, сбором разведданных и передачей этих данных по пищевой цепочке спецслужб и между тем, что преподносится высшему руководству военному, политическому, очень часто разрыв огромный. Потому что они массажируются и изменяются таким образом, чтобы они были согласованы с линией партии на данный момент. То есть, опять же, потому что среднее и высшее звено, они хотят делать карьеру. Соответственно, если вы хочешь сейчас делать карьеру, то набирают преданных, а спрашивают, как с умных. Если ты хочешь делать карьеру, то ты не должен огорчать руководство. Почему? Ну, потому что разведданные используются не для анализа будущих решений, а для обоснования уже принятых решений. Потому что любое решение, в принципе, оно влечет за собой некую ответственность. И могут начаться чуть позже всякие судебные разбирательства, неприятные вопросы.
На что ответственный политик или ответственный генерал, он говорит, покажет, смотрите, вот доклады нашей разведки. И мои решения были основаны исключительно на этих докладах. Никакой ответственности я не несу. Логично, логично. Вот за этим все это и делится. Поэтому я не уверен, что в Европе вот эти вот все клоуны в Еврокомиссии, в Брюсселе, они вообще понимают, что происходит на Земле. Потому что сейчас вы будете смеяться, да, но откуда берет ЦРУ Ми-6, не скажу за Ми-6, как говорится, откуда берет ЦРУ развединформацию по Украине и по Израилю? От СБУ и Моссада. Вопрос еще есть о качестве подаваемой информации. Не должно быть вопросов. И в этом проблема, на самом деле. Это в любой вертикали власти, которую сейчас, если вы посмотрите, она практически везде построена. С вариациями на тему. Есть огромная проблема. Это отсутствие отрицательной обратной связи. И еще раз, те, кто принимает решения там, они не имеют никакого представления о том, что происходит на Земле. Потому что информация им подается такая, чтобы она соответствовала уже сформировавшимся взглядам. Точка. А что-то до них начинает доходить, скажем так, оба русские на Днепре. Это как? Так вот в этом-то и вопрос, Нам же понимаете? говорили, что Покровск не сдадим, что русские козлы, эти орки вообще воевать не умеют. Как так? Ну-ка, давайте разбираться. Ну, это, знаете, это я тоже приводил пример и в эфире, и в Телеграме у себя писал. Выходит какой-то бравый из какого-то бункера командир батальона беспилотников, показывает фотографии, где на полусогнутых, там чуть ли не на четвереньках, на каких-то велосипедах старых, какую-то тачку грузят российские военные раненого и тянут. И он так как бы, это же подается как бы со стёбом, что смотрите... Орки. Не в том плане, что Своих забирают, смотрите, как там. Они тут там говорят, что они вот, да, типа там королюют, уже там зашли, а они вот как вот пригнувшись под обстрелом тянут вот этого раненого в какой-то непонятной тачке, вот это все. И хочется сказать... ВСУ их просто бросает. Так нет, а покажите, как украинцы тянут, да, не тянут, бросают. на чем-нибудь, понимаете? Тут тоже такой момент. А у нас вводят Е-баллы за то, что там бригады пользуются этими какими-то, типа машинками на пульте управления. Этими транспортерами. Да, то есть... Беспилотниками, да. И типа беспилотные вот эти машинки, они вот прям... Хочешь машинку, Е-балл заработай. Вот так. По фронту очень интересный момент. Вот, знаете... Просто раз вы упомянули Гуляй-Поле, там проблема-то для украинцев уже... они потеряли, украинцы все. Почему? Потому что сейчас река там Манучар. Угу. Вот. Последняя линия обороны с рвом огромным противотанковым, фортифицированная, все нормально, идет как раз по западному берегу этой реки. И вот если вы посмотрите на карту, уже подошли вплотную. То есть Гуляй-Поле это уже решенный кейс, скажем так. Но самое страшное для ВСУ это то, что чуть севернее, эта линия обороны уже прорвана. Поэтому сейчас будут заходить уже в тыл этой линии обороны, а дальше на запад ничего нет. Я не знаю, может там по бухгалтерии что-то числится, но на аэрофотосъемке уже ничего нет, никаких серьезных фортификаций. До Днепра. И тут, смотрите... И резервов нет затыкать эту проблему. Вот. Сегодня же как? Вот сейчас выходит Зеленский, во время нашего эфира вышло его обращение, он говорит, будем над пунктами работать с американской стороной, чтобы приближать мир. Вот такой основной месседж его. А вчера у него был основной месседж. Мы будем работать над тем, чтобы все боевые бригады получили пополнение справедливое. Но имеется в виду, что, опять, если перевести с этого идиотского, прикрывающего фиговым листком срам языка, то боевые бригады жалуются, что не хватает людей. А они... В некоторых бригадах 20-30% списочного состава. А они как бы гребут людей, да? А те говорят, так дайте нам
А там же СЗЧ, 80% с учебок Да, убегают, да, да. СЗЧшников, какие-то еще моменты. И не хватает людей, которые могли бы заменить, пополнить каких-то свежей крови. Не хватает. И Ну, на самом деле, с пехотой это проблемы. Но ВСУ пытались, вернее, их решать дронщиками. Но сейчас уже отработаны методы охоты на дронщиков. И, Поэтому их очень быстро выносят. и вот, чтобы точку в этом вопросе, ну как точку, мы-то будем к этому ситуации возвращаться, это вот к вопросу о том, что, ну как у нас принято говорить, да нет никакого успеха у россиян. Ну нет, ну это, ну Нет, да, нет. их больше, да, ну сейчас война, там дроны, Да. туда-сюда, нет никакого успеха. Они выдают вот эти маленькие успехи за что-то большое, большое. Значит, о большом. Есть такой господин хороший, это Марченко, генерал Марченко. Значит, он генерал-майор ВСУ в отставке. Он ушел во время, когда уходили, помните, Залужный и там Ага. Шаптала, вот это все, через больничку. А это те, которых, ой, такие были генералы бравые, так руководили, а они больные, представляете? Вот. Через силу. Через не могу работали. Значит, Наизнанку. ушли через ВЛК. Это в тот момент, когда ВЛК вообще воскрешает мертвых. Ты приходишь на ВЛК, у тебя все болезни пропадают. Все. А они ушли. Так вот, этот генерал-майор, бывший, Марченко, заявляет, что Россия может снова захватить Херсон и пойти на Николаев. Просто потому, что нынешнее руководство не справляется. Подчеркивает, ситуация очень напряженная. Очень плохая. Это диагноз внутри системы, где ежедневно видят реальные масштабы провалов. Марченко предупреждает, что при сохранении текущего подхода сначала Покровск, затем выход российских войск в Днепропетровскую область, потом удар по запорожскому направлению, и потом речной прорыв с захватом Херсона и поход на Николаев. И главное, он при таком руководстве и таком отношении к войне, собственно, ну, дальше Одесса, да. То есть вы правы. Нет, ну а что может измениться в подходе, в руководстве? Ничего. Сегодня есть такой, вы так любите, там, IQ, депутаты. Есть там бывший премьер-министр, кажется, да? Вот Степашин был такой. У нас Да. пожарник, который, да, был такой, да, да, да. Он выходит и говорит, смотрите, Одесса и Николаев. Это будет следующий этап войны, и они добровольно войдут в состав России. Референдум пройдут, скажут, электричество хотите, тепло хотите, надо голосовать правильно. Не хотите на Запад, ну и живите без электричества. Так кто ближе к истине? Марченко, что будут воевать и даже там, на другом берегу Днепра, или Степашин? Я не думаю, что там будет какое-то добровольное. Я думаю, что боевые действия там будут. По-любому. И в Одессе, и в Николаеве. Да. По-любому. Я не знаю, какие будут объемы разрушений, насколько длительными это будут быть и будут боевые действия, ну, скажем так. Что останется от ВСУ и от морального духа ВСУ на тот момент. Думаю, что мало что, мало чего. Но я думаю, что они там будут. Потому что ну, Покровск уже все. Мирноград, ну, там, смертники. А самое главное, что вот как только фортеца начинает превращаться в никому не нужный поселок, который не имеет стратегического значения, значит все. Вот сейчас я видел, там уже на Украине поют песни про фортецу Павлоград. Ну, значит, тоже скоро там уйдет. А на самом деле легче всего отслеживать потенциальные боевые действия, потенциальных результатов. Это по селфи Зеленского. Вот как он где сделает, полетит на фронт, ну, километров на 20 или 30 к линии фронта, сделает селфи, значит, город скоро упадет. Последнее было как раз селфи Херсон. До этого все те фортецы, которых больше нет.
Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Я всех приглашаю к Степану Демуре на семинары, ссылка в описании, и в телеграм-канал. А также всех призываю, кто смотрит и не поставил лайк, сделайте это. Поставьте, пожалуйста, 28 тысяч, хотя бы каждый второй поставит, уже смотрите, как будет, сколько много лайков. Ну, давайте, нажмите класс. Ну, или не жмите, принципиально, потому что нет, я буду смотреть так. В общем, как хотите. Значит, подведем итоги. Покажите фигу в кармане этим. Лайк в кармане, слушайте. Зачем или лайк в кармане? Зачем фигу? Лайк только в кармане, понимаете? Я лайкну, ну там. На кнопку нажмите. Главное, карман поглубже туда засовывайте, как это. Тогда лайк приятнее будет. Значит, друзья. Месье знает толк в возвращениях, господа. Шутки шутками. Это все юмор, конечно, друзья. Всем большое спасибо за то, что... Нет, правда, за поддержку и хорошие добрые слова. Подведем итоги. Лично вы за мир 5%. Мне все равно, я далеко, смотрю как сериал за этим всем. 6% нет, нормально же воюются, рановато будет. 41% да, но только после победы. И 49% да, скорее и любой ценой. Какое интересное голосование у нас. Ну, интересно, победа у каждого своя, да? Нет, победа у каждого своя, это раз. А во-вторых, быстрее, любой ценой, а там дальше разберемся. Не получится разобраться. Не дадут. Могли бы давно разобраться. В Стамбуле разобрались, но не дали. Поехали к вопросам. Значит, начнем традиционно и, как всегда, с сообщества YouTube. Тут такие... Нет, с клуба зрителей. Тут такие вопросы. Уважаемый Степан, куда бы вы посоветовали нынче простому россиянину отнести рубли? Обычно вы рекомендуете доллары, золото, но золото сейчас на хаях, остается только доллар. Стоит ли рассматривать рынок РФ, к примеру, Русагра с прицелом на мирный трек? Или пока рано? Спасибо. Я думаю, что очень рано, поскольку эта темка Трамп наш, она уже третий раз отыгрывается, и каждый раз мы были ниже и ниже и ниже. Не надо сейчас рынок РФ трогать, на мой взгляд. А золото на хаях, ну, на локальных. Ну, то есть, как это, предела ни у чему нет, да. Пока что я, честно, вот лично я не вижу каких-либо причин, чтобы золото не росло дальше. Ни технических, ни фундаментальных. Похожий вопрос, это в закрытом клубе все спрашивают, интересуются. Совета, ну, не совета, а даже вопросы такие задают. Значит, Василий спрашивает. Вот представьте ситуацию. Вы свою квартиру продаете, Степан Геннадьевич, и вам в качестве оплаты предлагают биткоин или деревянный доллар. Что выбрать? Деревянный доллар. Почему? Либо если уж вам так нужна какая-то крипта, то, ну, я не знаю, требуйте оплату в стейблкоинах USDT. Поехали к сообществу YouTube. Тут более такие вопросы. Не такие меркантильные, да? Значит, Лина Востроилова, вопрос. В отсутствии государственного мышления есть ли возможность какой-либо государственности? Кстати, такой философский вопрос. Если по государственному никто не мыслит, о какой государственности речь? Государственное мышление обычно теряется перед какими-то серьезными пертурбациями и является наследием былых великих времен. То есть вы можете не иметь государственного мышления, но какое-то время, вернее, элитки местные, да, могут не иметь государственного мышления, но какое-то время они, условно говоря, проедают ту государственность, которая досталась им в наследство. Когда эти времена заканчиваются, главным результатом деградации любой элиты является тот факт, что в момент, когда эта так называемая элита должна принять единственно верное решение, которое спасет и ее, и, скажем так, народ, она не в состоянии это сделать. Так, двигаемся дальше. Значит, вот такой вопрос. Степан от Бориса. Вам не кажется, что Путин готовит Россию к неожиданным компромиссам с укровластью? Ведь в общем виде план Трампа нет. Для России не только унизителен, но и позорен. Ибо это капитуляция, да. Единственной гарантией будущей беззубости Украины является лишение ее выхода к морю.
Ну, я вам так скажу, что еще раз идет мощнейшая гибридная атака. Пока что Кремль сопротивляется. Пока что. Ну, скажем так, ему говорят, судя по всему, так делать. А то, что в определенный момент может произойти глобальный слив, слушайте, я не буду ни разу не буду удивлен. Помните, да, пока я президент, пенсионный возраст никогда не будет увеличен. Твердо и четко. Татьяна, Степан, скажите, в 22 году Россия выдвигала украинский контингент ограничить 200 000, откуда 600 тысяч. Как сейчас Россия реально в лучшем положении? Когда сейчас Россия в реально лучшем положении, чем в 22-м? Это вот вопросы к товарищу Дмитрию Ушакову. Ну, тут давайте Знаете, объективно. 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 То есть российская армия сейчас не та, которая в 22-м. Ну, в 22-м у нас не было армии, скажем так. Были потешные полки. Их перформанс мы наблюдали. И то, что с ними делали обученные, тренированные ВСУ, мы тоже наблюдали. Второй вопрос. Как вы думаете, руководство России понимает, что США уже не гегемон, и рассчитывать на них, что они надавят на Европу и даже Украину, не приходится, а следовательно, нужно твердо проводить свою линию, исключительно соблюдая свои интересы? Ну, понимаете, понимание либо отсутствие оного, оно обычно выражается в каких-либо действиях. Вот проанализируйте действия, посмотрите. Вроде как, возможно, что-то начинает доходить. Но еще раз, доходит, потому что есть мудрые руководители вне и России, и США. Петр, Степан Геннадьевич, афганский стрелок у Белого дома, не шикарный ли повод для Трампа вернуть войска США в Афганистан? Он с Венесуэлой пока даже начать боится, а тут Афганистан. Помните, Трамп там два или 3 дня, как теперь говорят молодежи, пушил тему Баграма. Что вот если не согласятся, там вообще им станет так плохо. Ну и как-то эта тема исчезла. Поэтому да. Пора, конечно, пора, да. Здравствуйте, Ольга из Якутии. Говорили, что любите и знаете географию. Вопрос, где бы вы хотели побывать в России, если хотели бы? Вопрос к вам, Александр, и Степану тоже. Ну, я бы хотел на самом в Антарктиде побывать. В Антарктиде? Ну Ну, это не Россия, это ж конечно. не Россия. В России, ну, не знаю, я бы всем рекомендовал Камчатку. Это Мгм. уникальное место, реально уникальное место. На Байкале был, на Камчатке был. Да столько мест, на самом деле, в России, что... Мне подписчики сбрасывали, я прям обалдел. Дагестан, вот эти озера, горы, там катают, там прыгают, там вот такой вообще просто... Камчатка – это когда вы, грубо говоря, ну, зависит от того, какой у вас маршрут, вы проходите через 5 климатических поясов, поднимаясь на вулкан. Это фантастическая вещь. Значит, Степан Геннадьевич, ваше знаменитое видео «Кто еще не знает Яхве» облетело весь интернет. Его удаляли миллионы раз, но даже до сих пор его можно отыскать на просторах интернета. Скажите, пожалуйста, Язве, Саввов и Мамона — это один и тот же персонаж? Иначе ничего не понятно. Кому молятся украинцы и русские? Ведь война СВОшного типа. Не, ну как молятся, говорят же это самое «Аллилуйя». Как нам говорят с Хибру, это перевод «Слава Ягве». Молятся Ягве. Почитайте Ветхий Завет. Причем, когда будете читать, читайте его серьезно, не как там, я не знаю, Мурзилку журнал. А серьезно читайте, обращайте внимание и ставьте палочки, при каких обстоятельствах и сколько человек убил Ягве. Получите цифру, там считали люди там, за 2 миллиона. А плохой и нехороший дьявол-искуситель за всю историю повествования Ветхого Завета, по-моему, 7 человек только убил. Ну и делайте выводы.
Об этом можно долго говорить, но не нужно. Можно, потому что очень легко оскорбить чувства верующих. Мгм. Просто чувство истины верующих оскорбить нельзя, потому что в том же Ветхом Завете и не только в Ветхом Завете дано совершенно четкое определение истины верующего. Найдите, посмотрите. Значит, следующий вопрос. Усиление ислама в Европе. Оцените темпы исламизации Европы. Если эти темпы исламизации не упадут, в каком году появится строчка в Конституции ЕС? Ваши дети будут молиться Аллаху или умрут? Ну, это на самом деле, насколько я понимаю, карту очень сильно зависит от страны. Наиболее исламизированные Франция и Британия. Шведы с этим столкнулись очень серьезно. В Германии в процентном отношении средний, по-моему, их не так много, 5 или 6%. Но они плодятся просто очень быстро. И представляют собой, скажем так, неадекватную замену местному населению в качестве в таких аспектах, как обучаемость, интегрируемость и вообще, если мягко говорить. Мгм. Павел, привет, Александр и Степан. Каковы перспективы развития ИИ? Следует ли ожидать схлопывания пузыря ИИ в ближайшие 5-15 лет? Если да, то к каким последствиям это может привести? Что-то вы как-то слишком многому даете жизни. Перспектив никаких. Модель дебильная, ЛЛМ. Это дебильная совершенно модель. Все эти надежды, которые были на увеличение производительности и увеличение, скажем так, количества процессоров, что типа вот чем больше мы дадим ей скорости обучения, тем больше дадим данных, тем лучше она станет. Но это ересь. Э, Поэтому все это схлопнется в 2026 году. Мгм. Объединю два вопроса, они так похожи. Значит, первый такой более эмоциональный от Аллы. Значит, она говорит, сколько еще осталось Зеленскому кочевряжиться, народ Украины мечтает о мире, и какая-то кучка гопников, лжепатриотов требует продолжения войны, смертельной для страны Украина. За государственность молчу, уже нет, Зеленский все поставил на паузу в плане Конституции. А Алексей, скажем так, это все не сводит к обложке «Экономист». В 22 году были песочные часы между Путиным и Зе. Песочные часы — это не время истекает, а сколько надо, столько и будет. Другими словами, война идет не по законам войны или даже дипломатии, а по заказу. Игру, очевидно, заказывают три толстяка, которые, судя по всему, рулят по слову Димуры. Что Степан Геннадьевич думает по срокам и последующему кону этого бриджа? Война сменила пандемию, что сменит войну, да и по золоту, говорят, итальянцы собираются конфисковывать. Будет как в 33-м в США. Будут забирать у людей рыжье? Благодарю. Не слышал про итальянцев, возможно, это слухи. У итальянцев не так много золота, чтобы... Вот еще раз. Когда, вот, например, начинают говорить о конфискации золота, посмотрите, почему американцы в свое время конфисковали золото. Изучите вопрос. Для всего есть причины, для всего есть, скажем так, цель. Италия, ну, не та страна, где так много золота, чтобы решить какие-либо финансовые проблемы, скажем так. А если уж конфисковывать золото, то этим должен заниматься Евросоюз, потому что тогда ЕЦБ сможет провернуть такой же финт, как провернули в свое время американцы. Но опять же, когда это американцы этим занимались, у них была жесткая привязка к доллару, к золоту. Теперь этого нет. О чем вы говорите? Зачем это нужно делать? Мгм. А, Так Кто-то сколько времени, сколько осталось кочевряжиться? э, это вопрос, скажем так, вот в принципе, война мала, ее можно было закончить, наверное, в этом году. Если бы не было вот этого идиотизма Трамп наш. Как они потом сами признались, что вот ждали Трампа, он сейчас все починит, мы с ним договоримся, поэтому не надо разносить чертям Украины. Либо, еще раз, тут выбор очень простой. Либо украинцы разносят чертям Украины, я имею в виду Зеленскую, все остальное, всех этих бендеровцев вешают на столбах сами. Ну, либо мы разнесем Украину, другого не дано. Сколько это будет длиться,
Зависит от того, как будут сейчас работать кремлевские по Западной Украине, по энергетической инфраструктуре. Вроде начали по станциям уже работать. Вроде чуть-чуть стали так немножко пугливо трогать Западную Украину. Посмотрим. Но я Я, думаю, что в 2026 году все это закончится. я хочу вас спросить, а чё все вот это? Я вот, смотрите, ну это просто может такое, это специфика такая, да, профдеформация определенная. Я всегда очень критически отношусь к этим всем теориям. Значит, многие говорят, что, смотрите, Зеленскому, Европе надо, короче, дотянуть до выборов в Конгресс. Ну, год еще. Ну, Почему? чуть меньше. Ну, тогда, мол, Трампа не зложат, оставят там куклой, и это И демократы. что? Смотрите, я Не понимаю. сразу пытаюсь этих людей, ну как, думать, да, пытаюсь думать. Если бы Камала Харрис победила, ну, мы это тоже и обсуждали и год назад, когда выборы были. Ну, вот гипотетически. Смотрите, демократы тоже были нацелены в 25-м году, то есть в этом уходящем, Да даже, заканчивать эту всю еще раз, историю. ну, при чем здесь демократы, при чем республиканцы? Вот много раз же мы с вами тему обсуждали, что есть империя, да, у нее есть имперская политика, она не меняется. Тот, кто садится, клоун садится в императорское кресло, значит, он присягнул, он соответствует. Вот если отвлечься от всего этого информационного шума, что такого сделал Трамп? Пошлины повводил. Он вывел Америку из войны. Формально. Он представлял ситуацию так, что одна из сторон конфликта, конфликт между США и Россией, стала арбитром. Якобы, да, такую роль для себя выбрал. Он типа арбитр, он решает, он всех мирит, будучи стороной конфликта. Перестала ли поставлять Америка вооружение Украины? Нет. Перестала ли Америка предоставлять Украине разведывательную информацию и все остальное? Нет. Что изменилось? Риторика? Так она изменилась, потому что американцы вышли не то, что вышли из конфликта. Вы забываете еще второй аспект вот этой украинской аферы. Задача – это не только смена режима в России, но и развал и полное подчинение Европы, Европейского Союза. Он еще завершен? Нет. Что нужно, чтобы его завершить? Тяжелейший конфликт, коим является, и дорогущий конфликт, коим является война в Украине, нужно повесить полностью на европейцев. Что сейчас делается? Именно это и делается. Понимаете, ну еще раз, вот мы с вами, по-моему, в последнем эфире обсуждали все эти вопли о том, что Россия нападет в 28-29 году, что нужно делать, что ее нужно занять Украиной, бла-бла-бла. И они, имея в такую замечательную перспективу и такие грандиозные планы, имею в виду Брюссель, они не могут найти 100 ярдов на Украине. Ну, ну, потому что их нет. Но Может, они все равно... подождите, может перспективы этой нет? Она есть, она как? Ну, что Россия Она нападет декларируется. на Европу. Эта перспектива Так декларируется. И а на кой им нападать на Европу? нам, Да. я не знаю. Это надо у европейцев спрашивать. Ну, это единственное, что их объединяет. У них была климактерическая повестка. Не сработала. Они должны против чего-то объединиться. Это ресентимент Ницше в чистом виде. Убогие объединяются против чего-то. Нашли общего врага России. Брюссельские дипломаты хотят просто сохранять свои работы. Даже вот этот великий план по развитию европейского ВПК. Ну, вы что, глумитесь, что ли? Вы выделяете типа 800 миллиардов, всего лишь 125 из них идут на развитие реального производства. Вы что, дебилы? Каким местом вообще думаете? Ну, это своя логика бюрократии, это своя логика Европейской комиссии. Что ж, они живут в своем мире, соответственно, у них своя логика. Логика того мира, в котором они живут. А вопрос в том, насколько их виртуальный мирок пересекается с реальностью, вопрос открытый. Ну, вот когда русские будут стоять на Днепре, может быть, у них там что-то зашевелится. Может быть, выделят уже не 125, а может быть, 150 миллиардов.
Да, тут спасибо большое. Там, скажем так, вопрос на экране пришел. Прогноз по золоту. Все госбанки закупают, а тут какой-то мощные продажи вроде идут. Будет расти? Давайте это, Ну, да, да, дальше. ну, как бы было раньше, что причин, чтоб не расти, нет. Немножко раньше было сказано. Так, поехали. Степан Геннадьевич, почему вопрос будущих ветеранов считается невероятно сложным? Мол, в мирной жизни они нигде не найдут таких зарплат, а не проще государству продолжить платить. Сколько их там? Ну, что такое 200 тысяч для государства? Тем более, что через пару Какие лет 200 тысяч? ценность этих денег сожрет инфляция, и можно будет просто развести руками. Какие 200 тысяч? Вот что? Их 1500-600, если не миллион. И что значит, у них что-то сожрет инфляция? Еще раз, эти люди, половина, ну не половина, процентов 30 будет по ТСР, во-первых. У них совершенно другие представления о добре и зле, еще раз, и о справедливости. Поэтому, если что-то у них кто-то начнет жрать, это тот, кто будет жрать, он очень быстро окажется сидящим на колу. А, А, Привет, уважаемым ведущим. Вопрос к пану Тимуре. Как считаете, можно ли назвать в целом украинцев глупыми людьми? Не хочу обидеть жителей страны, но ведь это с их согласия Украину превратили в ЧВК Запада. Они выбрали себе президентом Голобородько, клоуна, подписаны миллионами на канал Гордона и других пропагандистов, позволили захватить власть бандеровцам. Ну и тут можно продолжать от Александра вот этот ряд. А правда, Ну, смотрите, на самом деле таких вещей можно найти в любом народе. Точно так же нам говорят, что русские виноваты, потому что у нас Путин. мгм. Ну, у украинцев вины чуть больше, поскольку у нас давно нет выборов, а у них был выбор. Ну как, у украинцев тоже никогда не было выбора. Ну их Потому обманули что... тоже. Ну, Голобородько выбирали, потому что он за Да не, мир. ну, еще Ну, раз, ну, если так смотрите. разобраться, все кандидаты, они играют на одних клоунов. Поэтому, ну, у вас выбор между двумя. Одна какашечка светленькая, другая какашечка темненькая. Сделайте ваш выбор, дорогие потребители. Поэтому, по большому счету, да. А то, что кто-то в чем-то виноват, ну, слушайте, в любой народ можно так. Пожалуйста, американцев можно назвать ублюдками конченными, потому что в данный момент они всячески поддерживают геноцид палестинцев в Газе, поскольку ставят государство Израиль на первое место. Конченые ублюдки. Правильно, правильно. Так это. Нет. Александр Ралл. Как считаете, есть ли смысл заканчивать войну переговорами, если через 3 года в Белый дом придет Мумдани и скажет, что это была не моя война, а война Трампа, и Украина должна победить? Когда здравый смысл и логика победят? Не скоро. Но Мамдани такого не скажет. Потому что к тому моменту Украины уже не будет. Это во-первых. А во-вторых, ну, как юридического лица, возможно. Даже если будет, оно не будет представлять никому никакого интереса. Оно не будет представлять интерес для Запада, поскольку не боеспособная единица. И не будет представлять никакого интереса для России, потому что никакой угрозы ей нести не будет. У американцев, еще раз, Украина для них, у них это камень на шее, да, в данный момент. Это как с Курской аферой, с Курской операцией. Не получилось, нужно было уходить. Они остались, их не стало. Поэтому здесь точно так же затянули камень на шее. Огромное количество ресурсов было потрачено на Украину. Дошло до того, что у них уже стратегические запасы вооружений на опасно низких уровнях. И проблема еще в том, что, еще раз много раз говорю, что ВПК у них был заточен под другую доктрину ведения боевых действий. Соответственно, раскочегарить они его не могут в разумные сроки. У них есть Китай, у них есть Ближний Восток, с которыми нужно попытаться что-то сделать. Есть, между прочим, та же Венесуэла, есть та же Латинская Америка, из которых им нужно вычищать китайцев. И, кстати, тех же иранцев, и нас тоже. М, Поэтому лишний театр боевых действий для них
особенно такой интенсивности, это огромная нагрузка. Практически это ноша, которую не могут вынести. Потому что я вам напомню, что до где-то, наверное, середины 90-х годов доктрина Пентагона была такая, что США должны иметь возможность участвовать в двух гребаных войнах, в двух полноценных войнах, а также еще принимать участие в одном вооруженном конфликте, то есть в локальной войне. Мгм. С тех Так, пор она поменялась очень сильно. значит, Антон спрашивает, как он думает, как Степан думает, поднятие налогов и финансирование СВО приведет в ближайший год к девальвации рубля, а я от себя добавлю к кризису, который там, говорят, весной все рухнет, все будет Ну, катастрофически. слушайте, не рухнет. В России сейчас оформились две экономики. Денег в бюджете до мамы. Реально. Просто вопрос их аллокации стоит. То, что там бюджетный дефицит, ну, профинансирует ЦБ. Нарушение федерального закона ЦБ через репование. Не проблема, на самом деле. Проблема в том, что поднятие налогов, ну, они так дополняют бюджет, они думают. Оно убивает вторую часть экономики, как я ее называю, которая не завязана на ВПК, на расходы на ВПК, на карьеры, на скважины. Соответственно, эта часть экономики обеспечивает достаточное количество рабочих мест и достаточное поступление налогового бюджета, и в том числе поступление от налога на прибыль. Их не станет. Ну, не станет, они резко уменьшатся. На самом деле, суть по всему, россиянская элита, она этому даже и рада, потому что у них есть какие-то главные направления, еще раз, это ВПК, карьеры, скважины. И вот эта вторая часть экономики, она начала оттягивать на себя ресурсы с этих трех главных направлений. Например, рабочую силу квалифицированную. А теперь, когда вторая часть загибается, ну, происходит перераспределение ресурсов, причем ресурсы становятся дешевле, что очень хорошо для основных магистральных направлений. Своя такая, знаете ли, средневековая логика в этом есть. Вот они исследуют. Но если вы думаете, что каким-либо образом то крушение второй экономики, которое началось и продолжает ускоряться, помешает возможности России вести боевые действия в течение длительного времени, вы глубоко ошибаетесь. Мгм. Так, очень просят разъяснить, значит, вопрос по замороженным активам от Сергея. Если по ним начисляют проценты, то активы, получается, используют. Но они же заморожены. А как так получается? Так получается. Вопросы к тем, кто заморозил и кто использует. Нет, Они будут правда, заданы. подождите. Как это? Если же они Не, ну заморожены. как, вот, как есть у вас частная собственность, а к вам приходят и говорят: слышь ты, чувак, у тебя паспорт не той системы, поэтому твоя частная собственность поработает на меня. Так И она не все. заморожена, она работает. Ну, и здесь они работают только на другого дядю. Слышь, чувак, ты тут это самое, денежки получал с этого завода или с этой водокачки? Не-не-не-не-не. Формально она твоя, но денежки теперь будем получать мы. И что, и все схавали. Все нормально. Ой, так, Это называется свобода, права, неприкосновенность права частной собственности, как ее трактует Запад, замечательно, прекрасно. добрый вечер. Хочу спросить у обоих. Некоторые западные эксперты вдруг заговорили о том, что Умеров, а возможно и Алибаба со своими разбойниками уйдут в отставку в аккурат перед публикацией следующей части пленок Набу и спокойно покинут страну, чтобы избежать преследования, в точности как Минтич, Цукерман. Собственно, вопрос, а сможет ли Зеленский пережить такой удар по своим, если США начнут добивать его окружение? Ну, как попытались там наехать на Ермака, а он отбился. Потому что без Ермака Зеленский никто. На Западе это прекрасно понимают, поэтому сейчас Ермака будут топить. Чат трансляции спрашивает, Америке удастся нагнуть Китай? Нет. В то время ушло американцы. Индикатор этого их, что ли, основной мозг империи
который разрабатывает все эти геополитические стратегии вообще всего, это Хадсон Институт. Ой, не Хадсон, а Хадсон тоже там мощнейшее учреждение сейчас. Мгм. Есть. Владимир, э, Короче, они пишут все эти обзоры. Хадсон, по-моему, да. И буквально месяцев 6 назад они написали вот такой талмуд, как управлять Китаем после гражданской войны. Типа, мы его там разделим на 4 части. И действительно, у них был такой план, причем давно, я о этом плане давно говорил. Но их переиграли. Но не китайцы. Китайцам помогли их переиграть. Это стало ясно, когда этого старичка вывели под белые ручки с последнего соросенка во время съезда Компартии. И они писали, что вот как мы будем управлять Китаем. А буквально месяц, наверное, назад та же замечательная организация написала тоже такой талмуд о том, что чего-то как-то поздновато мы спохватились, и давайте лучше Китай не злить. Давайте тему Тайваня забудем об этом. Давайте с ними поддерживать нормальные отношения. Нам нужно сконцентрироваться на нашем дворе, то есть вернуться к доктрине Монро в западном полушарии. И характерный, кстати, вот случай произошел. Трампу, по всей видимости, сказали, что так нужно делать. Японская это новопремьерша, как там, сука, Яма, да, сказала, что если Китай нападет на Тайвань, то Япония вообще там разнесет Китай своей армией на кусочки. Товарищ Си возбудился, отменил там рейсы 5-10, короче. Начал чморить японскую экономику, как он это делал, по-моему, лет 10 назад. Тут выходит Трамп и говорит: сук Яма, возьми свои слова обратно. Я еще после той встречи в Корее с товарищем Си не отошел. Ты хочешь, чтобы меня опять сделал? Показательно, да? Так сказал, да. возьми слова обратно, забудь об этом. Извинись, тварь. Ой. Вот, поэтому поздно уже, они это, думаю, поняли. Значит, вопрос. Кстати, вот аналогичный случай произошел и с Израилем, и с Ираном. Эхуд Барак, тот, который в Эпштейна, в файлах Эпштейна фигурирует, бывший премьер-министр Израиля, он, наверное, где-то год назад, даже, наверное, чуть больше, тиснул статейку в Нью-Йорк Таймсе, где написал, что разговаривать с Ираном с позиции силы можно было лет 5-6 назад. Сейчас мы время упустили. Но его никто не послушал. Владимир, вопрос. Электорат Венса – это реднеки? Нет, нет. Ну, как реднеки? Ну, если считать, что все магаисты реднеки, это неправильно, это не так. Реднеки – часть электората Венса. В его электорат входят эти самые католики, евангелисты и тому подобное. То есть, такая, знаете, консервативная часть американского истеблишмента, и в том числе молодежь. Это вот те, кто избирал Трампа. Почему избирали Трампа? Почему ему дали избираться? Ну, потому что еще великий Макиавелли якобы писал, что не можешь контролировать толпу, возглавь. На какой платформе избирался Трамп? Я против истеблишмента. На какой платформе избрался этот Заран Шкиряк в Нью-Йорке? Я против истеблишмента. Ну, плюс еще накидайте какую-нибудь экономическую такую программу, которая говорит, что мы сделаем Америку, Нью-Йорк, либо что-то снова великим, и все бедные станут богатыми, а богатых мы типа всех посадим в тюрьму. И цены И это опустим. гарантирует. Да, Тревожный звоночек. и цены опустим, и вы Да, будете и цены всех опустим. платить меньше Вместе с все ценами. вместе с ценами. Сергей, после сегодняшних слов Каи Каллас о нападении России за последние 100 лет на 19 стран и ни одного нападения на Россию, можно ли однозначно заявить: нацизм жив, Кая – внучка Третьего рейха? Она Это не внучка Третьего рейха. во время она... нашего эфира, кроме вот этого, что нельзя быстро заканчивать войну, это вредно для Украины, она выдала, говорит, за последние 100 лет 19 стран. На 19 стран нападала Россия, на некоторые по 3-4 раза, а на Россию, мол, никто не нападал. Ну, понимаете, она, во-первых, дочка партийного работника.
Это уже клеймо на всю жизнь, на самом деле. Во-вторых, она Кая Каллас. Ну, что вы от нее хотите? Ну, эстонка она. Ну, что вы от нее хотите? Просто тупая, ну, несет непонятно что. Вот Таня Самое страшное, на самом деле, в том, что у этих клоунов нет никакого, что ли, их ничто не ограничивает. У них они бесстрашны. Их ничто не ограничивает. Поэтому они так себя ведут. Никакой ответственности ни за что не несут. Значит, вопрос, кстати, такой, очень важный, я считаю. Ну, кстати, можно ли эстонцев обвинять в том, что у них такая идиотка была? Начальница А теперь. в чате писали про Мерца. Вот вроде ж О, немцы, Мерц, Герц, фон дер Лайн. да, вроде ж Тоже. немцы, шумный народ, да, а там Мерц. Значит, вопрос, кстати, хороший вопрос. Возможет ли простой человек, по мнению Степана Геннадьевича, жить до 120 лет? Ну, насколько я знаю из общения с умными врачами, скажем так, наш организм рассчитан на 200 лет, как минимум. И на самом деле старение – это эффект отчасти психосоматики. Что-то вам внушают всегда, что, вот, скажем, 50 лет – это предпенсионный возраст, 60 лет – это пенсионный возраст. И вы уже так себя программируете, что примерно в эти годы вы будете вести именно таким образом. Ну, вот такое примитивное объяснение. А так, 200 лет, в принципе, можно подтянуть. Рассчитан наш организм на это, на минимум. Александр Македонский спрашивает, АДГ придут к власти, и Алис Вайдаль имеет шанс стать канцлером? Не знаю, но на данный момент она самая популярная партия, но с другой стороны, перед последними локальными выборами, там, по-моему, у них выпилили в прямом смысле этого слова 12 кандидатов. Вопрос, кстати, тоже достаточно неплохой. Кем себя считает Димура? Либертарианцем? Национал-либертарианец. Ну, это, конечно, да. Ну, понимаете, людей надо разложить по этим самым, по коробочкам. Вот две коробочки. Националист и либертарианец. Вот соедините, вот я в этих двух коробочках. Мгм. Пропорции сам не знаю. Да. Мы тут начинали с того, что жаб надували, да, там в коробке... Кто-то жаб надувал, кто-то котам скипидар на причинное место брызгал. Кто-то майских жуков ловил в коробочку, да, вот в спичечную, я помню, да, тоже. Что там с Аукос? Выйдет ли США из НАТО? Хороший вопрос. В ближайшее время не думаю, что они выйдут из НАТО. Ну, потому что они себя поставили таким образом, что получают от НАТО много заказов. И им в НАТО выгодно. Ну и точку давайте поставим в контексте сегодняшнего, ну, такого, знаете, красной линии Ватикана. Вопрос от зрителя. Зачем Ватикану Путин? Скажем так, в силу сложившихся, что ли, исторических традиций, к России тяготеют, вот, ну, помимо бывших советских республик, там, Средней Азии и тому подобное, ну, и Совок тоже был достаточно авторитетным образованием. Поэтому один умный человек сказал, что при определенных условиях я могу сделать так, что к Путину все пойдут. По всей видимости, эти определенные условия были выполнены. Если вы посмотрите, то когда спасали еврейцев в конце 12-дневной войны, Трамп звонил, договаривался с Путиным, иранцы договаривались с Путиным, ну, чисто формально, как через посредников. И те же еврейцы договаривались с Путиным. А И все. зачем? Просто, ну, как зачем? Ну, слушайте, вот зачем? Вы хоть себе представляете, как функционирует система управления?
У вас должны быть определенные авторитетные товарищи, которым вы даете указания, команды. Они способны их выполнить. Что значит способны их выполнить? Это значит, что у них есть определенный кредит доверия, определенный авторитет, который в том числе держится и на вас. А если, как они поставили везде дебилов, которые не понимают, что делают, зато они тупо выполняют приказы и не задают глупых вопросов, то еще раз, количество дебилов в момент переходит в качество. Что мы наблюдаем просто с Трампом и с политикой США, которую шатает вообще. И не только ведь администрацию Трампа, но и их think-танки, эти вот мозговые центры, например. А тут вот есть товарищ, можно, в принципе, с ним работать. Си Цзиньпин тоже второй товарищ, очень уважаемый. Ему помогли Си Цзиньпину сохранить Китай в одной, скажем так, в одном куске. Отбиться от всех атак. Перебить соросятник внутри страны. Вы посмотрите, например, какой интересный договор был подписан между товарищем Си и Ватиканом, когда товарищ Си отдал Ватикану 120 миллионов, условно говоря, христиан со всех их скарбом. Найдите этот договор, он есть в полуоткрытом доступе. И посмотрите, что там прописано, какие условия. Одно из условий, что договор продолжает действовать на всех тех частях Китая, которые могут образоваться в результате. Поэтому товарищ Си, товарищ Си очень влиятельный человек. Китай вообще очень влиятельная страна. Вот через таких людей происходит управление. Когда попадается такой непонятный, неадекватный клоун, как Трамп, начинаются проблемы. Или европейцы, или британцы со своими фантомными какими-то имперскими замашками. Да. Степан Демура был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Ставьте лайк, не забывайте. Пишите в комментариях, что думаете. Спасибо отдельно за тем, кто пишет хорошие и добрые комментарии. Это в наше время редкость. Как и хорошие добрые люди. Как и хорошие добрые люди. Будь хорошим и добрым человеком. Напиши хороший добрый комментарий. Или, в принципе, возьми и напиши.